Всем привет! Отснял я, значит, уже и отдельное видео про камеру, и полный обзор мы сделали Samsung Galaxy A50. Для тех, кстати, кто не видел, ссылки на эти видео будут в описании под роликом. Как вдруг ко мне приезжает Xiaomi Redmi Note 7. Стасу, кстати, на заднем видео привет. А когда к тебе приезжает Xiaomi, что нужно сделать первым делом? Правильно, установить Google камеру. Все, кстати, завелось без проблем, никаких танцев с бубнами, как с тем же Xiaomi Mi A1. Просто устанавливаете APK файл и все работает. И тут я подумал, а может быть все-таки попробовать установить Google камеру на Samsung? Но в чем здесь сложности для тех, кто не в курсе? Google камера — это приложение камеры, которое эксклюзивно поставляется только со смартфонами Google Pixel. Как у меня, например, Google Pixel 2. А в этих смартфонах установлены процессоры Qualcomm, а так как процессор играет огромнейшую роль в обработке фотографий, то и приложение пишется под него. А в Samsung во всем мире, кроме США, установлены процессоры Exynos их собственного производства, поэтому здесь и происходит конфликт. И под обзором Galaxy A50 достаточно много людей спрашивали меня, а можно ли установить Google камеру на этот смартфон? И я искренне от всей души отвечал, что нет, нельзя, как раз таки из-за этого конфликта с процессором и приложением. Но оказывается можно. Сначала я был очень воодушевлен, но напрасно. Во-первых, очень сложно найти ту версию Google камеры для Samsung, в котором работала хотя бы одна основная камера. В основном приложение либо не запускается, либо просто горит черный экран. А во-вторых, ни портретный режим, ни электронная стабилизация видео не работают, а про Night Sight я вообще молчу. Тем не менее, я протестировал Galaxy A50 с Google камерой как со стоковым приложением, так и с Redmi Note 7, также с Google камерой. И мы как раз сравним, что круче по камере: Samsung Galaxy A50 или Xiaomi Redmi Note 7. Все примеры фотографий с этого видео, а также другие снимки, как обычно, я приложу в альбомах Google Фото, ссылки на них есть в описании. А также APK файлы с настройками камер я оставлю у себя в телеграм-канале, ссылка с сообщениями также будет в описании под видео. Ну а теперь давайте начинать. Предлагаю начать вот с этого снимка. Что можно сразу заметить? Google камера на Samsung делает кроп, непонятно почему, это и на основной камере, и на фронтальной, увидите позже. Везде фокус был на здании. При детальном рассмотрении детализация на Google камере чуть лучше, чем на стоке, но в общем плане снимок, конечно, намного хуже. На стоке в Samsung снимок получился каким-то слишком плоским, вообще нет никаких теней, он просто все высветлил. На Redmi Note 7 может показаться, что снимок получился слишком темным, но в жизни было примерно то же самое, и детализация здесь намного лучше, чем в стоке на Samsung. Отчетливо видно траву с щепками, на Samsung немножко каша. Вот еще один похожий пример с высокой контрастностью. Если вы любитель очень ярких фотографий, то вам определенно больше понравится сток на Samsung. Лично мне больше нравится то, что получилось у Redmi Note 7. Фотография получилась сочной, возможно, чересчур с низкой экспозицией, но достаточно четкой. При кропе все мелкие детали будут лучше видны на Redmi. У Samsung с Google камерой в этот раз получилось что-то среднее. А вот пример с фронтальной камеры. В обычных снимках 25-мегапиксельная камера Galaxy A50 в стоке показывает себя очень хорошо, разве что при снимке приходится снижать экспозицию минимум в 2 раза, иначе снимок получается слишком пересвеченным. Про Google камеры в обоих случаях ничего не могу сказать плохого, обе справились хорошо, снимки везде получились четкими, без смазок. Кстати, можете заметить, что на Samsung стоковое приложение неправильно отзеркаливает снимок. Что касается портретных снимков на фронталку, то здесь у Samsung начинаются какие-то проблемы. В Google камере на Samsung, как я уже говорил, портретный режим не работает. Перед снимком на стоке вы не можете поправить ни фокус, ни экспозицию, все делается на автомате, такой результат соответственно. На Redmi все офигенно, очень четкая фотография, натуральные боки, небольшой косяк с вырезом в верхней части, но на первый взгляд это вообще никак не бросается в глаза. Вот еще один пример, просто все идеально. Я могу поспорить, что Redmi Note 7 с Google камерой в портрете на фронталку будет лучше, чем тот же iPhone 10. Про 10s не уверен на все 100%, но результаты будут сопоставимы. Портретные снимки на основную камеру в условиях с не самым лучшим освещением, очевидно, лучше будут у Redmi Note 7. Что касается Samsung, то, во-первых, сплошной пересвет, во-вторых, объекты вырезаны хуже, чем Google камеры, но про детализацию я вообще молчу, вы сами все прекрасно видите. Что меня достаточно сильно расстроило, так это то, что Google камера на Redmi Note 7 не делает портретники с животными. Такая же проблема была у Mi A1, видимо наследственная. Стоковая камера Samsung в этом плане лучше. Давайте посмотрим на примеры видео, а потом будут мои любимые фотографии из этого сравнения. Galaxy A50, Google камера, Full HD 30 кадров в секунду. Как видно, электронная стабилизация не работает, хотя она включена в настройках. Но давайте пробежимся. Чекаем автофокус.
Такой вот он. Galaxy A50, но это уже стоковая камера. Качество также Full HD, 4К не поддерживается по умолчанию. Давайте пробежимся. Автофокус. Ну, автофокус на таком же уровне, как в Google камере, то есть он где-то 1,5 секунды делает. Redmi Note 7, Google камера, качество Full HD 30 кадров в секунду. Как видно, электронная стабилизация работает, я даже вижу это на экранчике. Ну, давайте пробежимся. Чекаем автофокус. Раз, два. Раз, два. Хорошо. А вот фронталка на Google камеру Galaxy A50. Такое чувство, что он делает кроп 2х как на основной камере, так и на фронталке. То есть мне руку приходится удирать намного дальше, нежели чем на стоковой камере. Это достаточно неудобно. Ну, вот так вот она снимает. Давайте протестим фронтальную камеру. Это у нас стоковая камера. Ну, вот так вот она снимает. Давайте верчусь. Вот против солнца. Автофокуса здесь нет. Нажимаю на экран, не реагирует вовсе. Redmi Note 7. Так-то она у нас снимает. Кропает, кстати, точно так же, как на Google камере Galaxy A50, но чуть-чуть поменьше. Здесь все-таки немножко покомфортнее держать руку. Ну, вот так вот снимает. Не знаю, есть ли стабилизация электронная, нет. Такое чувство, что сейчас была дисторсия, когда я крутился. Но посмотрим уже на финальном результате. Ребята, вот вам для начала фотографии на Samsung. Ни стоковая камера, ни Google камера не смогла справиться с машинами на ходу. Были слабые попытки, но это все полная фигня. А теперь посмотрите на то, что творит Redmi Note 7 с Google камерой. На секундочку, такие фотки не каждый смартфон за 30 тысяч сможет сделать, а тут бюджетник за 14 тысяч. А эффект скорости с объектом в фокусе — это вообще что-то крышесносное. Справедливости ради нужно сказать, что такую фотку у меня получилось сделать минимум с раза 10-го. В остальных случаях просто получается четкая фотография. Как я уже говорил в обзоре Galaxy A50, у него достаточно хорошая макрофотография. В этом примере поймать фокус было достаточно сложно, но тем не менее это получилось сделать как на стоковой камере, так и на Google камере. Но как бы я ни старался подобную фотографию сделать на Redmi Note 7, у меня так и не получилось ее сделать. Что касается фотографий на основную камеру в около ночное время, то мне больше понравился Redmi Note 7 по двум причинам. Во-первых, он передал цвета более натурально, а во-вторых, как я уже говорил, Samsung пытается высветлить все, что можно, а также детализация у него намного хуже. Про Google камеру в Galaxy A50 можно просто тихонечко помолчать и удалить ее с телефона, чтобы не занимала 200 мегабайт памяти на смартфоне. Собственно, результаты вы видели сами. Не нужно тешить себя надеждами, что Google камера как-то прокачает ваш Samsung, если у вас версия с процессором Exynos. По поводу стоковой камеры в Galaxy A50 я, кстати, хочу пересмотреть свое мнение, потому что в обзоре камеры я поставил ей оценку 4 с минусом, сейчас же я готов ей поставить твердую такую 4. Все хорошо, кроме небольших проблем с автофокусом, как при съемке фото, так и видео, ну а также при недостаточном освещении мажет он заметно сильнее, чем тот же Xiaomi Redmi Note 7. Тем не менее, не стоит забывать, что в Samsung есть третий модуль с шириком, с которым можно делать подобные фотографии. На Redmi Note 7 хоть с идеальнейшей Google камерой вы не сможете сделать такие снимки. В общем, если вы постоянный зритель моего канала, я думаю, что вы поняли, какие следующие смартфоны у нас будут в сравнении камер. Это, конечно же, Xiaomi Redmi Note 7, а также Google Pixel 2. Это видео будет не о том, какие крутые фотографии делает Google Pixel, мы и так это все прекрасно знаем. Это видео будет о том, насколько сильно бюджетник 2019 года с Google камерой может приблизиться к флагману, у которых одна из самых лучших мобильных камер в мире. Ну и конечно же, если вы еще не подписаны вот на этот канал, то самое время это исправить. Очень много идей и тем для роликов, найти бы только время. Как я уже говорил, с примерами фотографий вы можете детальнее ознакомиться в альбомах Google Фото. А также, если у вас Redmi Note 7 или Galaxy A50 и вы хотите попробовать Google камеру, то APK-файлы с настройками приложений вы сможете найти в моем телеграм-канале с ссылкой на сообщение в описании под видео. На этом у меня все. Спасибо большое всем за просмотр этого видео. Увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока.